Привет! Заработать миллион, когда у тебя уже есть миллион, и не так уж и сложно. Однако сегодня мы разберем, как можно заработать свой первый миллион с полного нуля. Я постараюсь разобрать максимально реалистичный сценарий, который подойдет большинству наших граждан и который подойдет именно тебе. Здесь не будет волшебных таблеток, и, возможно, многие вещи, о которых я вам расскажу, вам не понравятся. Однако я уверен, что ты пересмотрел уже десятки роликов, и тебе уже надоело слушать всю эту херню. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, не будем терять ни секунды. Погнали! Предположим, что-то случилось, и мне пришлось бы начинать заново, с самого-самого нуля. Что бы я в таком случае предпринял? Первостепенно, живя где-то далеко, я бы пытался перебраться в столицу, ну или хотя бы в какие-то крупные города. Дело в том, что Москва – это отдельное государство внутри государства с отдельной экономической обстановкой и с отдельным уровнем зарплат. Следовательно, найти здесь работу с зарплатой 100 тысяч и выше значительно проще, нежели в других регионах. Это не обязательно, но крайне полезно, потому что именно в мегаполисах проходит основная деловая жизнь. И было бы прям преступлением лишать себя подобных возможностей, которые открываются перед вами после переезда в мегаполис. Не обязательно снимать себе какие-то хоромы. Чем дешевле будет ваше жилье, тем больше будет мотивации выбраться из бедности. Далее я открыл бы блокнот и посчитал бы минимальную сумму денег, нужных вам для выживания. Включил бы туда все только самое необходимое. Там были бы такие пункты, как проживание, продукты, одежда, предметы первой необходимости и так далее. А вот разного рода роскошь или развлечения я бы сюда уже не включал. У нас же задача стоит заработать первый миллион и как можно быстрее, ну а развлекаться мы будем уже потом. Благодаря несложным математическим вычислениям можно выявить, что на закрытие ваших базовых потребностей будет требоваться приблизительно 60 тысяч рублей. Сюда мы включаем аренду жилья, продукты и всякие разные базовые вещи. Также стоит учитывать экономические и культурные особенности государства, в котором вы собираетесь работать. В нашем случае это скорее является препятствием на пути к высокому заработку. Однако все эти особенности нужно знать заранее, до того, как вы решите заработать определенную сумму денег. В первую очередь это неразвитая предпринимательская активность нашей страны. Все дело в том, что здесь не хватает условий для нормального функционирования малого бизнеса. По крайней мере, с нуля бросаться сразу в бизнес я бы вам не рекомендовал, как минимум на такую большую аудиторию. Потому как по статистике более 90% бизнесов закрываются в первый же год. Во второй ситуации ничем не лучше. Поэтому я рекомендую вам сначала обзавестись опытом, определенными умениями и связями. Здесь по большей части рулят рынком несколько крупных монополий. А в совокупности с вмешательством государства в экономику малое предпринимательство постепенно умирает. Социальная статистика, конечно же, говорит о том, что количество новых бизнесов и их доходы постоянно растут. Но я в это все слабо верю. Уже давно известно, что любая статистика лжива и неправдоподобно. Служит по большей части тем, кто отвечает за состояние этой самой статистики. Другими словами, можно нарисовать абсолютно любые циферки и подогнать их под реалистичную ситуацию. Мы сейчас скорее говорим о той ситуации, когда вы начинаете с нуля. Если же у вас уже есть определенный капитал, то, пожалуйста, можете строить бизнес. Второй ограничивающий фактор – это довольно ленивый менталитет российского социума. Исторически сложилось так, что государственные структуры и социальные службы не стимулировали в свое время индивидуальные инициативы и развитие малого предпринимательства. И тому виной будет являться бюрократия, а также нестабильность нашей экономики. Ну и последний фактор – это то, что банально без связи здесь далеко не уехать. Более 80% всех крупных занимаемых должностей были получены не по их знаниям или умениям, а скорее по знакомствам. Также это касается олигархов, потому что большая часть из них была поставлена извне. И это тоже прямо или косвенно противоречит развитию нормальной конкуренции. Потому что во главе должна стоять акула, а не какой-то там планктон. Исходя из всех этих причин, мы будем формировать с вами стратегию по-другому. Предположим, мы с вами справились с первостепенной задачей. Перебрались в Москву и нашли себе работу с потенциалом заработка 100 тысяч рублей. Меня смотрит очень умная аудитория, поэтому я не думаю, что это будет для вас большой проблемой. Однако это большой психологический стресс и большой ответственный шаг на пути к вашей новой жизни. Не так уж и просто взять и заставить себя сорваться с вашего насиженного места. Я, например, помню, сколько было разных сомнений, когда я уходил со своей старой работы. И все эти сомнения питались от страха неопределенности. Стоит его перебороть, и вы примете свое решение. И самая, пожалуй, навязчивая мысль в этот момент: а что же будет дальше? А дальше как раз будет происходить все только самое интересное, потому как своими действиями вы запускаете цепочку событий. Самое важное в такой момент внушить себе такую мысль, что пути назад нет. Вспомните цитату из такого фильма, как «Гаттака». Хочешь понять, как я это делаю? Я просто не оставляю сил на обратный путь. Точно так же и вы должны задействовать все свои силы и всю свою энергию только на путь вперед. А совсем идеально будет, если вы найдете такую работу, в которой сможете чему-то научиться для себя. И в этом нету ничего
ничего такого зашкварного. Вы просто сдаете свое тело в аренду для реализации своих последующих целей и дел. А самое главное, таким нехитрым образом вы получаете возможность откладывать аж целых 40 тысяч рублей в месяц. Да, первое время, скорее всего, будет тяжело, потому что работа с зарплатой 100 тысяч рублей чаще всего предполагает пахоту. Но тем не менее, помните о своей долгосрочной цели заработать свой первый миллион. Значительно ускорить свой прогресс вы сможете в том случае, если найдете себе вторую работу на полставки. Это позволит вам заработать дополнительно минимум 40 тысяч рублей. Да, в реальности это очень сложно, морально и физически. Вы создаете огромную нагрузку на свой организм, но вы ускорите свой прогресс очень и очень значительно. Например, я в свое время сочетал офлайн работу и фриланс, и это позволяло мне зарабатывать дополнительные деньги. Например, я в свое время брался за все, что только можно было взяться, вообще без разбора. Я делал сайты, клепал дизайны, занимался видеомонтажом, сводил треки, занимался фотографией и много-много чем другим. А в один прекрасный момент я вообще придумал сервис музыкального продвижения, который начал приносить даже больше, чем основная работа. Но этого бы не произошло, если бы в тот момент я не тестировал все подряд, все, что мне попадается под руку. И чаще всего в момент, когда вам максимально нужны деньги, на горизонте появляются всякие разные интересные возможности. Но весь прикол заключается в том, что если бы у вас не было нужды, то вы бы их даже не разглядели. На начальном этапе я вообще брался бы за все, что только можно, все, что вам попадается под руку. Но остановиться разборчивым вы будете уже в тот момент, когда сформируете себе определенный капитал. Сейчас просто отключаете мозг и беретесь за все те заказы, которые вам попадаются под руку. И не думайте о том, что будет потом. Ведь что может произойти в самом худшем случае? Вы просто не заработаете определенную сумму денег. И выслушаете неприятную тираду от вашего заказчика. Не думаю, что сейчас это настолько критично, чтобы вам на этот счет переживать. Тем не менее, работая в таком бешеном ритме, через 3 месяца у вас на руках уже будет 240 тысяч рублей. Здесь уже важно подумать о том, что вы будете дальше делать с этими деньгами. И один из самых простых способов – это просто воспользоваться банковскими вкладами, положить свои деньги под 18% годовых с ежемесячной капитализацией. Таким образом, вы сможете убить сразу двух зайцев. Во-первых, вы не потратите свои деньги, во-вторых, вы будете зарабатывать деньги на процентах. И таким нехитрым образом вы накопите свой первый миллион уже через 12 месяцев. И здесь уже у вас будет выбор: продолжить инвестировать дальше или же открыть свой бизнес или какой-то онлайн-проект. В первом случае вы будете зарабатывать тем больше, чем больше ваш капитал и чем больше прошло времени с начала старта. Во втором случае ваш доход будет зависеть от целой кучи совокупности факторов. Например, от того, насколько хорошо вы умеете продавать, того, насколько удачно вы выберете бизнес, того, насколько он трендовый в данный момент и прочих факторов, включая удачу. Однако, если вы выберете второй вариант, я бы рекомендовал выбрать те направления, в которых высокая маржинальность. То есть те самые направления, в которых вы можете добавить хотя бы несколько сотен процентов добавочной стоимости. Потому что заниматься бизнесом с маржой в 5-10% это большой геморрой, особенно на начальных этапах. Если же вы можете взять и с ни хрена добавить 1000%, и люди все равно будут покупать, то это хороший бизнес. Таким образом, пока другие зарабатывают копейки, вы просто выдавите всех конкурентов с рынка. А если вам интересно научиться делать автоматические сайты и зарабатывать на этом хорошие деньги, можете присмотреться к Дорвейной движухе. Вас ждут десятки часов контента с автором, имеющим 11-летний опыт, то есть со мной. Вы научитесь автоматизировать, масштабировать и делегировать свои задачи. Вы научитесь зарабатывать деньги в долларах или криптовалюте на зарубежном партнерском маркетинге. Научитесь делать автоматические сайты под любую страну без знания других языков. Также станете гуру в SEO направлении и сможете зарабатывать удаленно из любой точки земного шара. Залетайте сейчас, пока действует скидочка по промокоду, который видите сейчас на экране. И да пребудет с вами сила. Если же вы выберете не бизнес, а инвестиции, то вам на руку будет действовать экспоненциальная система роста. То есть чем больше проходит времени и чем больше денег на вашем счету, тем более интересны потенциальные профиты. Например, следуя стратегии, о которой я говорил ранее, уже через 3 года на вашем счету будет 4 миллиона 192 тысячи рублей, которых практически 1 100 000 накапает с ваших вкладов. Если же вы, например, не остановитесь, то уже через 5 лет на вашем счету будет 8 миллионов 300 тысяч, с которых 3 миллиона 250 тысяч сформируются благодаря вашему вкладу. Да, здесь есть определенные моменты, такие как, например, инфляция или нестабильная экономическая ситуация в России, но для сбережения средств этот способ подходит. Это я посчитал при том условии, если сумма
заработка на вашей работе не будет расти, чего практически никогда не бывает. Например, вы можете находить более высокооплачиваемую работу, так как ваши навыки и скиллы тоже будут расти, или же продвигаться по карьерной лестнице в уже существующей. Что касаемо ваших подработок или же фриланса, здесь чем более крутое будет у вас портфолио, тем больше у вас будет заказов и тем дороже они будут стоить. Таким образом, в этой жизни выбора всегда два. Жаловаться на жизнь, говорить, что она несправедлива, не там родился, не так рос, не в тех условиях и так далее. Или же следовать вперед, используя все те ресурсы, которые вы имеете на текущий момент. И второй способ гораздо более перспективный. Ко всему прочему, когда вы следуете какой-то определенной цели, всегда появляются какие-то рандомные возможности, рандомные события, которые будут толкать вас вперед. Я не знаю, как это работает, это уже скорее из области мистики, коннекта с Богом и так далее. Но это работает, и я это неоднократно замечал на себе. Уверен, что и у тебя бывали ситуации, когда в тот или иной момент, в момент полной жопы, происходили какие-то события, которые помогали тебе из нее выбраться. Появлялись либо какие-то рандомные подработки, либо какие-то прикольные темки, либо просто выигрывали в лотерею нужную сумму денег. Как бы то ни было, я неоднократно замечал, что Вселенная чувствует, когда вам это нужно. И, пожалуй, самое сложное на пути к вашему первому миллиону здесь будет непосредственно начало. Сложнее всего будет сделать первый шаг, решиться на первые ответственные действия. Посмотреть неопределенности и страху в глаза, заявить, что вы сильнее его. В любом случае, я каждому из вас искренне желаю удачи. Я уверен, что именно у тебя все сложится и все получится так, как надо. К тому же ты не одинок, ты всегда можешь вернуться и посмотреть мои новые ролики, в которые я постараюсь напихать как можно больше пользы. А сейчас ты можешь повлиять на мою судьбу и судьбу моего канала. Все, что нужно, это оставить комментарий и поставить лайк, а также поделиться этим видео со своим другом. А еще у тебя будет возможность выиграть фирменный мерч от Ежа, но об этом я расскажу чуть позже. А теперь я жду тебя на тех роликах, которые ты видишь сейчас на экране. Они тоже очень интересные и очень полезные. Не будем терять ни секунды, встретимся там.